Добрый день! Сегодня вместе с вами мы будем шить детский берет. Дочка у меня у бабушки, поэтому я буду показывать все на кукле. Итак, первым делом измеряем обхват головы. Обхват головы моей дочки 52 сантиметра. Первым делом нам необходимо раскроить прямоугольник шириной 12 сантиметров, а длина прямоугольника это 52 сантиметра минус 6. 6 сантиметров я убираю на растяжимость ткани. Далее выкраиваем круг. Радиус круга 52 сантиметра делить на 4. Все, выкройка построена, осталось выкроить эти детали из ткани. Как видите, я раскроила и прямоугольник, и круг. Шить буду из мягкого велюра. Первым делом сшиваем прямоугольник по короткому срезу. Все шить я буду на оверлоке. Далее наш круг мы делим на 4 равные части. На 4 же равные части мы делим сшитый в кольцо прямоугольник. Далее прямоугольник складываем пополам, изнаночной стороной внутрь. При этом наши меточки, вот посмотрите, сверху и снизу совмещаем, чтобы в дальнейшем его не перекосило. Теперь будем прикалывать его к лицевой стороне круга. При этом меточки четвертей совмещаем. Ну и теперь, равномерно натягивая околышек, будем его пришивать к кругу. Самое, конечно, сложное тут оказалось то, что велюр загибается, поэтому больше времени у меня уходило на выворачивание. После этого проверяем, все ли слои велюра у нас ушли в шов.
И наш берет готов. Обратите внимание, в моем случае получился именно берет, то есть довольно-таки низкая посадка у него. Если вы хотите, чтобы он сидел поглубже, то диаметр круга вам необходимо увеличить на 2-3 сантиметра. В этом случае, конечно, околышек вам не удастся растянуть на такую уже ширину, поэтому вам придется закладывать небольшие складочки в процессе пошива. И растягивать, конечно, само собой, чтобы кепочка была берет эластичной, и закладывать складочки. Мне в моем случае просто нужна была именно такая модель берета. Ну а на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.